Тайна забытого биома. История, которая посвящена от одного игрока Алекса, а после встретил забытый биом, с которого и начинается эта история. Но как эта история умалчивает Майнкрафт? Всем привет, с вами Фанкин, и сегодня я разберу страшную историю «Тайна забытого биома» в Майнкрафте. Новая страшная история Майнкрафта, 4-я часть. Подписывайтесь на канал, там будет интересно. Тени сгущались над лесом, и даже факелы, которые Алекс старательно расставлял по пути, будто теряли силу. После того, как он нашел ту странную табличку с выцветшими буквами «Не ходи дальше». Что-то в мире изменилось. Блоки стали появляться не так, как положено. Иногда между деревьями мелькали участки искаженного биома. Трава была не зеленой, а темно-фиолетовой. Листья отливали металлическим блеском, а воздух казался густым, словно дышать приходилось сквозь вату. Алекс остановился у края обрыва, внизу, в долине, которой еще вчера не было. Раскинулся тот самый забытый биом. Он выглядел так, будто его вырезали из другого мира. Деревья напоминали застывшие фигуры. Их ветви тянулись вверх, будто в безмолвном крике. Среди них тут и там мерцали странные кристаллы. Не редстоун и не кварц, а что-то иное, пульсирующее тусклым светом. Он знал, что лучше вернуться, но любопытство гнало вперед. Спустившись по узкой тропе, Алекс заметил следы. Не звериные и не человеческие, будто кто-то волочил по земле что-то тяжелое. Следы вели к руинам посреди биома. Полуразрушенные башни из блоков, которых он никогда раньше не видел. Они были черными, с прожилками, похожими на вены, и слегка вибрировали, если к ним прикоснуться. Внутри башни было темно. Алекс зажег еще один факел, и в его свете на стене поступила резьба. Странные символы, складывающиеся в узор, который почему-то казался знакомым. Он потянулся, чтобы привести по ним рукой, и вдруг услышал шепот, тихий, едва уловимый, будто ветер шевелил листья. Но Алекс знал, в этом биоме ветра не было. «Ты пришел слишком поздно», прозвучало прямо за его спиной. Он резко обернулся, но позади никого не оказалось. Только тень скользнула в угол и растворилась в темноте. Сердце колотилось где-то в горле. Но Алекс не мог уйти, не узнав правды. На полу основания стены он заметил углубление, будто тайник. Осторожно раскопав его, он достал небольшой предмет – странный компас. Стрелка не указывала на север, она крутилась, дергалась, а потом замерла, уставившись прямо вглубь биома, туда, где горизонт сливался с фиолетовым туманом. И тут земля под ногами дрогнула. Из тумана начали выступать силуэты, высокие, угловатые, с глазами, горящими холодными светом. Алекс понял, забытые биомы не просто исчезали из мира, они прятались, дожидаясь того, кто осмелится их найти, и теперь он был здесь. Схватив компас, он бросился прочь, но каждый шаг давался тяжелее, будто сама местность сопротивлялась. Туман обвакивал, приглушая звуки, и вскоре даже собственные шаги стали казаться чужими. Где-то впереди мелькнул просвет, граница биома. Алекс рванул к нему, чувствуя, как что-то тянет его назад. Словно невидимая рука пыталась удержать в забытом вместе навсегда. Выскочив на знакомую поляну, он рухнул на траву. Тяжело дыша, за его спиной туман застыл ровно стеной, будто граница между мирами. Биом исчез, будто его и не было, но в руке по-прежнему лежал компас. Стрелка которого все еще дрожала, указывая туда, где ничего не было видно. А ночью, когда Алекс развел костер и попытался забыть все, что случилось, он услышал вдалеке тихий хруст, будто кто-то шел по сухой траве. И этот звук доносился с той стороны границы. А на этом продолжение следует. Кому было страшно, но и к тому же интересно, ставьте лайки и всем пока.